Чё, блядь, баба новый видос выпустил. Ясно, хуя не глядя, дизлайк, отписка. Всем привет, мои комрады-аморалы! Все мы любим игры. Кто-то играет в них на консолях, а кто-то, как я, с 700 играми в стиме, ПК-боярин. Но все мы их используем для одного, чтобы насладиться сюжетом, окунуться в происходящее, насладиться историей, ну, в общем, чтобы уйти от бытовушных проблем. Кто-то даже, возомнив себя киберспортсменом, бомбит от каждой проигранной катки. Да-да, братан, это я именно про тебя говорю. Все мы знаем, что игры запрещают по этническим, моральным, религиозным или даже экстремистским соображениям. Я уже как-то делал подобные рода видео, кстати, если интересно, ты можешь с ним ознакомиться вот здесь. Но сегодня речь пойдет о поистине загадочных, странных и сводящих с ума и убивающих играх. Их запрещали не потому, что в них содержится какой-то контент, который не понравился кучке каких-то людей, а потому что от них реально умирали люди. Ну что, ты готов? Тогда первая на очереди Мистер Микс. В 90-х была такая компьютерная игра наподобие типа Mario Touch Tapping, где вам нужно за определенное время ввести слово. Вы пишете это слово, в основном это какой-то ингредиент, и повар на экране этот ингредиент ложит в тарелку. В отличие от большинства других игр, это отличалось тем, что имело безумную кривую сложность. В игре есть требование, сложность в минутах. А для каждого уровня всего 10 слов на первом уровне и до 85 на третьем. На пятом уровне требование достигает более 500, что фактически делает невозможным дальнейшее прохождение. Но не в этом особое и дело. Главное, что заметили люди, это фоновая музыка. Музыка на первом уровне была что-то наподобие модели рычания, которая с прохождением времени становилась все громче и громче. И к концу уровней динамики просто не выдерживали, и у некоторых даже рвались динамики, потому что в то время еще не было таких крутых акустических установок, а были всего лишь самые дешевые компьютерные колонки, которые от такого нойза и таких нагрузок просто не выдерживали и рвались динамики. На втором уровне вообще не было музыки, а на третьем было что-то похожее на звучание фена, играющего на заднем фоне. На оставшихся других уровнях был крайне низкий звон, который наносил серьезный урон барабанным перепонкам тем, кому удалось дойти до этих уровней. Еще тревожным аспектом игры был дизайн самого Мистера Микса. Детям он казался пугающим и снился даже в кошмарах, где разговаривал с ним тихим, низким голосом и угрожающим что-то говорил не рассказывать, но о чем они конкретно не помнят. Однако никто так и не смог вспомнить из детей, что же конкретно говорил Мистер Микс. Некоторые родители даже водили своих детей к психотерапевту, чтобы попытаться через них узнать, чем же все-таки пугал их Мистер Микс. Но дети в основном начинали плакать, ведь Мистер Микс запретил им о чем-либо рассказывать. По понятным причинам из-за этого игра не очень хорошо и продавалась. Она так бы и осталась никому неизвестной и осталась бы на самом днище игровой индустрии, если бы про нее не вспомнили уже повзрослевшие на данный момент дети, которые играли в нее когда-то. Вчерашние дети, уже повзрослевшие, которые отучились на айтишников и программистов, взломали код той самой игры. Им удалось взломать и обойти невозможный тот самый 5-й уровень. Игра ведет себя очень странно. Если 5-й уровень обходит, игра резко крашится и закрывается, записав при этом кучу файлов в каталоге System32. Файлы, как сообщаются, являются изображением людей с ужасно искаженными лицами, которые кричат от боли и агонии. Глаза их кровоточат, а их кожа разорвана в нескольких местах. Если пользователь пытается удалить эти файлы, то на компьютере появляется синий экран смерти. Хакеры обнаружили, что это было вызвано одиноким байтом в оперативной памяти игры, который срабатывал, когда 5-й уровень был завершен. После удаления этого байта они смогли перейти на 6-й и последний уровень. После этого они вообще отказались хоть как-то комментировать действия с той самой игрой. Их все больше посещали параноидальные мысли, и они все больше и больше уходили в себя. А некоторые из них вскоре даже и вовсе пропали, даже говорят, что и без вести. После этого все копии оригинальной той самой игры были уничтожены. Но через 2 года после этого инцидента был арестован после попытки похитить 8-летнюю девочку в магазина некий мужчина.
По тесту ДНК было установлено, что он являлся одним из тех хакеров, которые когда-то пытались взломать ту самую игру. На нем была странная белая шляпа, а на лице его читалась невыразимая злоба и безумие. Когда его попытались допросить, он сказал лишь одно: «Я мистер Микс». Отель 626. Сама игра представляет собой короткий интерактивный квест, составленный из отдельных видео, отрывков, каждый из которых это реальная съемка, выполненная в виде кинофильма, где вы играете главную роль, но это далеко не все особенности. Игра доступна только в определенное время, с 6 вечера до 6 утра. Крайне рекомендуется играть в наушниках, ведь в игре присутствует объемный звук для большего погружения. В темной комнате и в одиночестве, чтобы вы максимально прочувствовали весь ужас, дрожь, которая будет вас окружать в этой игре. Ну что, смельчак, готов уже пощекотать себе нервишки, прошедший несколько раз Outlast? Но не так все просто и не так быстро. Для начала игры придется ввести свои настоящие данные, такие как возраст, ведь игра не допускается лицам младше 21 года. Также игра просит ввести настоящий номер телефона. В какой-то момент игры вам в рандомный момент будет названивать телефон с стрёмным голосом, который будет вам подсказывать для прохождения те или иные аспекты. Все это погружает тебя в настоящий ужас и атмосферу, чтобы ты мог испытать ее и на себе. Сюжет очень прост. Вы просыпаетесь в незнакомом месте, и все, что вам нужно сделать, это выбраться из ужасного места, по пути решая различные головоломки и загадки, попутно выстраивая за своей спиной кирпичный завод. Игра на самом деле не особо длинная, проходится она за 15-20 минут, а в конце, если у вас есть камера, вас ждет сюрприз. Если камера все-таки имеется, она вас фотографирует и выносит на доску почета вашу фотографию с вашей статистикой, чтобы показать всем людям, и вы могли ознакомиться с другими людьми, которые так же, как и вы, прошли эту игру с какой физиономией. Игра была поистине хороша и вообще шикарна. Жаль, что ее закрыли. Истинная причина приблизительно такая. Школяры, которые взломали систему и ввели неправильный свой возраст, чтобы поиграть во взрослую игру, естественно, через несколько минут от страха кезали в штаны, бежали к родителям, родители, в свою очередь, бежали в суд и подавали иск на эту самую игру, что пришлось в скором времени закрыть все сервера, и она стала недоступна. Еще были случаи, когда у людей не выдерживали нервы или даже сердце. Как говорится, сердечный приступ в 20 лет, ну такое себе. Следующий на очереди Берзерк. Эта игра вышла в 80-х годах на первых игровых приставках, типа Atari. В свое время это была невероятно популярная игра на приставках в то время. Так как игра являлась хитом, ее хотели спустя 10 лет переиздать на новых приставках нового поколения, Sega Genesis, если бы не одни обстоятельства. Выпущенная версия 1.0 была отправлена на бета-тестинг и привела к шокирующим результатам. Два тестера, проверяющие Берзерк, стали жаловаться на ухудшающее самочувствие во время игры. Спустя неделю оба парня были найдены мертвыми. Что самое странное, они находились за приставкой, на которой была запущена вышеупомянутая игра. А на экране было видно, что игра пройдена. Вскрытие показало, что смерть у обоих наступила вследствие инфаркта. Очень странно, два молодых парня почти в одно и то же время за одной и той же игрой умерли. Не странно ли? После всех домыслов и слухов вызвался еще один парень протестить ту самую игру. На начальных уровнях он не испытывал ничего невообразимого, только чем дальше он проходил, тем больше на него нагнетало чувство тревоги. Когда парень все-таки делал перерывы, либо выключал приставку или проигрывал, чувство тревоги пропадало. Все бы ничего, но в один из моментов от парня перестали поступать известия об тесте игры. И, как говорится, он был тоже найден мертвым с джойстиком в руках. Самое удивительное заключалось в том, что умер он также от сердечного приступа. Хотя разработчик порта Пол Ли и не был суеверным и не особо верил в эти загадочные странные обстоятельства, связанные с его игрой, он все-таки отказался от дальнейшей ее разработки и ее издания.
Автор даже решил не распространять игру неофициально. Однако с широким распространением интернета в сети были найдены ромы той самой бета-версии игры для эмулятора Sega. Следующая игра от создателей «Страны грибов» и учебника улыбок. Вы не знаете, что это такое? Ну ладно, о нем я как-нибудь расскажу в следующем видео, если вам будет интересно, так что время поставить лайк. Обложка выполнена в ретро-стиле старых Nintendo игр и VHS-кассет. С примечанием: первая польская игра на VHS. В меню игры присутствуют 3 кнопки: Play, то есть сама игра, Look, осмотр, и Exit, выход. После нажатия на кнопку Look мы видим яблоко, которое нам и придется искать всю оставшуюся игру. Единственная пасхалка в меню открывается при нажатии на темную часть яблока. Картинка безголового пса по кличке Завтра. Оригинальная, кстати, картинка этого пса была превью к 5-й серии учебника улыбок. Ну да, вы же еще не в курсе, о чем я. Нам предстоит играть за Агату. Визуальная игра очень необычна, загадочна, а в то же время довольно пугающая. Весь геймплей заключается в собирании яблок в полигональном мире, где каждый неверный шаг может обрушить пол, и ты улетишь в бездну, где странные создания будут тянуть к себе свои странные лапы. Игру, в принципе, можно пройти, лишь нужно всегда запоминать путь, а он всегда будет один и тот же. Агата окружена малгазаторами 3000, и если они вас схватят, игра вылетает, а игрок видит синий экран смерти с текстом, что в переводе на двоичный код переводится как «во имя любви». Если собрать достаточное количество яблок, то Агата окажется посреди прекрасной зеленой поляны на окраине города. Пройдя чуть дальше, она упадет в пропасть, а на экране появится надпись «Это конец. Ты видел Агату в последнем эпизоде». Ходят мистические слухи, что это не просто игра. Какие-то пользователи интернета все-таки сумели взломать игру и нашли несколько ссылок, одна из которых ведет на блог, в которой есть всего лишь одна криповая фотография какой-то куклы, а вторая ссылка ведет на YouTube канал со странным видео. Ну, как говорится, выводы вы уже делаете сами. Полибиус. В 80-е годы была такая игра на аркадных автоматах. Создала ее некая загадочная немецкая компания, которая дословно переводится как «стирание чувств», про которую особо больше ничего и не было известно. Они сделали всего лишь одну игру. У автомата не было привычных опознавательных знаков, как у всех аппаратов того времени. Только черный корпус и название над экраном. Сама игра представляет из себя туннельный шутер с элементами пазла, где игрок брал на себя управление космическим кораблем, на полной скорости уничтожал противника. Игроку постоянно мешали цветные препятствия и враги, мелькающие на экране. Ходят слухи, что при игре более 10 минут игра вызывала зависимость и краткосрочные потери памяти. При игре более 10 минут игрок испытывал слабость, тошноту, боли в голове и зависимость. Эти симптомы проходили только когда ты играешь в игру. Как только ты от нее отходишь, либо хочешь сделать перерыв, симптомы снова тебя накрывают. Говорят, что там, где стояла эта игра, к ней постоянно наведывались странные люди в черных костюмах, которые снимали с нее показания, статистику игры, но не проявляли никакого интереса к монетам, которые были заброшены в аппарат. Через несколько месяцев те же самые люди в черном пришли и забрали этот аппарат, и уничтожив все доказательства его существования. Говорят, что этот аппарат был помещен в какие-то секретные организации для дальнейшего изучения, но как таковых доказательств ни у кого нет. Была куча попыток воссоздать ту самую игру, но все игравшие, которые когда-то о ней что-то помнили, не могли вспомнить каких-то мелких деталей либо мелких подробностей о той игре. За все годы игра обросла кучей мифов о том, что якобы нашелся создатель той самой игры, и у него якобы есть копия той самой оригинальной игры. Но в скором времени он был арестован по обвинению в издевательстве над учениками местной школы, где он преподавал учителем. Он заставлял детей слушать и смотреть видеоролики на кассетах и угрожал при этом злой собакой. Или о том, что появился сайт той самой немецкой компании, что когда-то создала эту игру, на котором присутствует образ той оригинальной игры.
Но это всего лишь уловка каких-то хайпажоров, которые попытались на этом срубить денег. Это одна из первых игр, которая стала такой мифической и произвела влияние на культуру. Отсылки к этой игре появляются в комиксах, мультсериалах, например, в «Симпсонах» даже в одном эпизоде она тоже фигурирует. Либо в различных сериалах или даже песнях. А на сегодня у меня все, мой комрад Амарал. Спасибо, что досмотрел этот ролик до самого конца, поставил ему лойс и до новых встреч.